Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, что ваша интуиция, образы карт помогут какой-то пазл, может быть, сложить по той или иной ситуации, или какой-то инсайт, догадку какую-то, как подсказка, вы все равно получите. Давайте мы узнаем первая карта, первый вопрос. Что важно знать для этой недели, для вас? Как видят карты? Для рыб и рыбок, что важно знать? Чего не избежать или какие неожиданности могут быть, с чем вы столкнетесь? Чему сейчас не время или что может помешать? Что будет помогать? Такую достанем карту. Способствовать, что будет радовать. Что скрыто? Давайте вот такую тоже достанем карту. Может быть, и от нас кто-то что-то скрывает. А может быть, это мы на полном ходу куда-то торопимся, несемся, чему-то не придаем значения. Так тоже бывает. Итак, дела, работа, бизнес, энергетику посмотрим этой неделе. Денежную энергию. Что в личной жизни? И достанем карту совет. Давайте будем смотреть, что важно знать. Вот интересно, больше рационализма, больше, знаете, логики, где-то вообще без эмоций. И король мечей, он как раз наиболее удачлив, дела, работа, бизнес и деньги. Кто-то из вас может столкнуться, или, может быть, какие-то важные разговоры у вас будут с людьми, ну, сильными мира сего. Это могут быть как высокие чиновники, представители законной власти. Это могут быть руководители высокого ранга, или вы, может быть, по работе какой-то проект хотите, ну, может быть, как работу изменить, или, ну, для себя лично, если у вас свой бизнес, тоже что-то согласовать, найти партнеров, и это может быть действительно тот разговор с человеком, который для вас как будто чем-то может быть полезен. Если это чиновники, то тогда мы можем совершить как будто согласование, если более хладнокровно оцениваем ситуацию и слушаем, что нам говорят. Для кого-то из вас это решение финансовых вопросов. Может быть, вы пойдете в банк, у кого-то закрытие кредитов, у кого-то, наоборот, может быть, ипотека. Опять же, у каждого здесь по-своему. Больше логики, понимаете, рационализма и никаких эмоций. В целом на решение любых вопросов на этой неделе вам будет помогать. Ну, а для кого-то это могут быть вопросы, может быть, и правда такое проигрывается в суде. И тогда нам словно заручиться нужно поддержкой тех людей, которые знают, как правильно взаимодействовать с законом. Или где-то нас могут подстраховать, правильно направить, объяснить, что в последующем, например, это даже может быть и не про суды, а перед тем, как подписать какое-то соглашение, контракт, договор, изучить его рационально, прочитать разными шрифтами и понимать, чтобы на каком я свете, небе нахожусь, да, мы должны что-то знать наверняка. У кого-то иногда это врачи проигрываются, это люди узких специальностей, тоже проходят по этой карте. И тогда, если что-то вас беспокоит, лучше как минимум обратиться к врачу, пройти, может быть, обследование. Опять же, чтобы знать о себе что-то достоверно. Тут достоверность сама по себе на этой неделе, правда какая-то, для вас будет важна. Неожиданности. Ну, здесь может быть как спорная ситуация, это может быть какая-то новость, или вам придется куда-либо отправиться, или к вам приходит человек вместе с новостью. Приносит, может быть, как, ну, событие, о чем-то вам будет рассказывать. Может быть, вам придется, ну, вот даже спешно где-то переключиться на какое-то иное дело или вопрос, который вы не сможете оставить на потом. Такое тоже может быть. Или по этой карте нам говорят, что в принципе могут быть люди, которые сложным характером. Вот это тоже проходит. Бунтарь без причины. Когда нам пытаются что-то доказать. И тогда с учетом короля мечей нужно изучить этот вопрос буквально, знаете, до мелочей, чтобы понимать, как в отношении нас работает, правда, закон, или могу ли я доверять этой компании, этой организации, этому человеку, что стоит за всем этим, как будто тоже нужно знать беспристрастно, без всяких эмоций. Может быть, какой-то проект и
заманчиво выглядит, а по этой карте нам могут что-то такое предлагать, как вау. Ну так помните, что мы потом один на один с какой-то проблемой не должны остаться. Все-таки какой-то расчет, просчет с двумя этими картами я вижу. Нельзя поддаться на уговоры и нельзя поддаться где-то на свои эмоции, когда очень хочется, да, а дело такое мутновато, непонятное. Узнайте что-то наверняка. Не место риску, правда. Чему сейчас не время. Но, с другой стороны, не время какую-то конфронтацию, ссориться. Это первая победа. В чем-то мы как будто одержали, может быть, победу. Или по какому-то вопросу мы вроде бы и правы были, но либо эта победа досталась нам сложной ценой, когда она уже не радует, либо когда нам это не приносит тоже удовольствия. Мы потеряли время, энергию, и, в принципе, мы, ну, счастливее от этого не стали. У кого-то это может быть просто как совет. Карта не увеличивай дистанцию, не обостряй с кем-то конкретно отношения. Если нужно информацию найти, делай это аккуратно. Делай это незаметно. И если нужен какой-то разговор на чистоту, значит, нужно это делать тоже без эмоций. У вас 3 мечевых карты. Будьте максимально конкретны. Вот что-то не из разряда мечты вот на этой неделе, не из разряда чего бы я хотел, а что я получу конкретно или моя мера ответственности по тому или иному вопросу. И никаких эмоций, что тогда будет помогать. Знаете, будет помогать хорошее настроение. Кстати, может сложиться так для кого-то из вас. В принципе, фон этой недели восторженно приятный. Когда нас очень что-то вдохновляет, радует, когда нам чем-то захочется заниматься. Или, как я сказала, вот этот самый проект выглядит как, ну, знаете, мне повезло. Или как улыбка фортуны. А посмотрите, 3 карты говорят, нет, подожди, ты сначала все просчитай. Не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться. Знаете, с одной стороны, как будто хорошее настроение мы должны, оно нам помогает, в принципе, да, но и просчитаться-то мы с чем-то не должны. Не время, вот, кстати, не время конфронтации, это правда, не время доказывать свою правоту, настаивать на чем-то на своем. Если вы не согласны, ну, значит, может быть, отступить полшага назад, не спорить, ну, или найти те способы сделать все равно как будто по-своему, но по-своему это имеется в виду именно то, что уже просчитано, что наверняка. Видимо, это имеет смысл. Давайте мы посмотрим, что скрыто. И снова мечевая карта, что мы от чего-то откажемся. Может быть, какой-то проект поначалу как вау что-то, а начнем мы узнавать, собирать информацию, придем к выводу, что да нет, как не очень красивое слово, меня хотят подставить, да, но зато очень точно олицетворяет как конкретное действие какое-то. Это прообраз Юдифи, мои дорогие рыбы и рыбки. И, как известно, библейский факт. Юдиф, она словно уж отрезала, так отрезала, это правда. От чего-то можете отказаться. То, что, кстати, какое-то время вас, ну, знаете, действовало на вас деструктивно, как будто были какие-то помехи. Какое-то важное решение вы можете принимать. Но, опять же, по этой карте не должно быть риска. Обратите внимание, птиц много. Птица – это информация. Видимо, вообще на неделе будет много каких-то либо событий, либо, ну, и информации тоже, сведений каких-то. И птицы все парят вверху, но одна птичка опустилась критически низко и подлетает к кошке. И ей кажется, нет подвоха, кошка милый зверь, но мы-то с вами знаем, когти смертельно опасны, а прыжок кошки, он молниеносен, его не рассчитаешь. Не рискуйте собой. Лучше 100 раз просчитайте, лучше, я бы сказала, что-то поставить на паузу или от чего-то, правда отказаться, чем, ну, себя подвергнуть риску. Ведь это скрыто. Значит, кто-то может вас втягивать в какое-то сомнительное дело. Я надеюсь, это не для всех проиграется. Для большинства это проиграется как желание разобраться просто по какому-то вопросу. Ну, давайте мы посмотрим дела, работы, бизнес.
Правда, у кого-то предложение или ваш какой-то проект, как это бывает обучение, или если мы про работу, может быть, это и та работа, на которой вы трудитесь уже не один год, но, значит, с элементом обновления. Рыцарь Пентаклей. Это может быть человек, который, правда, к вам приезжает и приносит какие-то вести. По этой карте просто может быть получение денег. Такое тоже проигрывается. Но все же это те наши начинания, которые надежны и на длительный период времени. Вы можете определяться с работой, если у вас не одна работа, где я теперь останусь, чему или кому я могу доверять, чтобы, ну, как будто хочется распланировать свою жизнь, может быть, на пару лет вперед. А по этой карте, правда, может пройти какое-то предложение или тема, как обучение. Все-таки это у нас рыцарь, когда нет мелочей, как будто все важно для того, чтобы именно карта прогресса построить что-то надежно, основательно, уверенное на длительный период времени, десятилетия, мои дорогие рыбы и рыбки. Что у нас по финансам? Опять мечевая карта. Какой-то выход из лабиринта вы определенно должны найти. Я так называю карту туз мечей, когда у нас один меч, а тут два меча. И нам говорят, не слушай где-то никого, но и увидеть что-то конкретно, как будто добудь вот эту самую информацию. Ты не можешь в двух направлениях двигаться. Тут придется что-то выбирать. Может быть, между двумя работами. Может быть, еще где-то с элементом обучения. Или какие-то два проекта, которые вы хотите осуществить. И именно по деньгам тоже. Значит, не должно быть риска. Посмотрите, Луна у нас как будто. И нам сразу говорят, не рискуй собой. Выбери то, что надежное. Может быть, рыцарь Пентаклей. Это в материальном плане будет ниже. Допустим, если у вас есть два предложения. Одно сулит какие-то деньги значимо больше, а по другому проекту придется, где-то вкалывать самому буквально и постепенно строить вот свой успех, прогресс и так далее. И тогда с учетом всех этих карт приоритет как раз тому, что мы где-то развиваем, улучшаем, когда это наш личный какой-то прогресс. Вот это будет важно. Не должно быть какой-то двойственности, не должно быть двойственных предложений, не должно быть вообще какой-то качелеобразной ситуации, когда ни да, ни нет, а в каком-то подвешенном вы состоянии или в непонятных ожиданиях, мои дорогие рыбы и рыбки. Я прошу извинения, если фонит или есть посторонний шум, это у соседей ремонт, я на это никак не влияю. Я надеюсь на понимание. Поэтому, понимаете, вот посмотрите, ни одна карта нам говорит уже про какой-то риск. Я не знаю, у каждого своя какая-то ситуация, но с чем-то, мои дорогие, вы не должны просчитаться, не очароваться, не, может быть, поддаться на чьи-то уговоры или на, вот иногда по рыцарю мечей, знаете, проходят такие люди, которые, вот есть такая фраза, нахрапом, да, нам начинают что-то доказывать, и в итоге они много говорят, вот послушать, вроде бы все логично, а если потом отвлечься от этой темы и самому начать анализировать, выглядит как вообще-то что-то непонятное. Или вот вообще людей пафосных нужно избегать. Может быть, это где-то от таких компаний, организаций, или вот с чем вы столкнетесь. Вот это ведь тоже может проходить, но риск должен быть исключен. В личной жизни, правда, хорошее настроение. Тут что-то вас может очаровать. Факт. Как паж кубков, так и рыцарь кубков. Это предложение, какая-то поездка, как какие-то начинания. Вы тут можете себе где-то и пофантазировать, и нафантазировать. Не уходите из реальности. У кого-то есть и в личной жизни. Тут могут быть и знакомства. Для тех, кто в паре, да, прекрасный период жизни. Да и для тех, кто может быть в сложных отношениях, мы тоже. У кого-то может быть сложная какая-то ситуация, вот это проигрывается. Значит, с чем-то вы разобраться сможете. И все зависит от того, какой вариант вы хотите получить, и вы его как раз получить тоже можете. Благоприятная карта в целом. Но, как будто видите, финансы или способы их зарабатывания и где-то вопросы работы, тут что-то надо вам решать как будто. Можете с чем-то столкнуться. Может быть, вы ничего такого не планировали. Обстоятельства так складываются. Совет. Да, вот я сказала, карты живут своей жизнью. Когда двойку мечей мы открыли, я говорю, какой-то выход из лабиринта вам нужно найти. И это означает туз мечей. Вот, в карте совет. Очень рациональным быть. Вот эта луна, непонятность, сумерки,
как будто правда нам что-то могут не договаривать. Нет места рискам. Что-то такое, что от вас даже могут скрыть, понимаете, завуалировать словно. А ваша задача, вы, кстати, люди очень интуитивные, поэтому все свои таланты призовите на этой неделе, чтобы с чем-то определиться правильно. У кого-то, правда, в личной жизни, но как будто найти этот самый выход из лабиринта, не основываясь на том, что вам сказали, а на логике, рационализме, интеллекте и интуиции. Все вместе надо консолидировать, и это вам как раз и поможет с чем-то определиться. Перекладывайте на себя. Интересно. Буду благодарна вашим откликам. Ну, правда, вот это ж редко очень бывает. Посмотрите, сколько мечевых карт, и всегда мечи. Это не есть плохо. Это нам просто говорят, в этот период ты должен быть честным, первое, самим собой. Себе, словно глаза, не замыливать. Это не впадать в какую-то прострацию, прокрастинацию, но и реально видеть, что же это происходит. Понимаете как? С чем-то будьте аккуратны. И будьте счастливы и любимы всегда.